Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами приготовим вкуснейший пирог с нежной, тающей во рту начинкой. Этот пирог – настоящее наслаждение для любителей творожной начинки. Готовится быстро, выглядит красиво, ну и, конечно же, очень вкусно. И такой пирог отлично подойдет даже к праздничному столу. Так что пойдемте готовить его вместе. И для этого пирога нам понадобится 2 яйца, 100 грамм сахара, 80 грамм растительного масла, 8 грамм разрыхлителя и 320 грамм муки. И еще я натру цедру одного лимона. Натирайте только верхний желтый слой, белый слой будет горчить. Натерли, а теперь приступим к приготовлению пирога. И как всегда я начинаю с того, что смешиваю яйца с сахаром. Девочки, на канале уже собралась хорошая подборка пирогов, и для удобства я вам оставлю ссылочки в описании под видео, так что заглядывайте. Хорошенько взбила яйца с сахаром, а теперь добавляю растительное масло. И сразу добавляю лимонную цедру. Хорошенько перемешиваю и добавляю разрыхлитель. Муку я добавляю постепенно, в несколько этапов. Возможно, может понадобиться немного больше муки, чем указано в рецепте. Все зависит от муки и от размера яиц. Но старайтесь не забивать тесто мукой. В конце я тесто замешиваю руками. Пока не получится вот такое мягенькое тесто. Теперь беру форму для выпекания и смазываю сливочным маслом. На этот раз я решила не присыпать мукой. Пирог отлично отошел от формы. А теперь тесто выкладываю в форму и хорошенько равномерно распределяю по всей форме. Если на этом этапе у вас тесто немного липнет к рукам, присыпьте руки немного мукой. Края стараемся сформировать как можно повыше. Хорошенько разравниваем. И готово! А теперь приготовим начинку. Для начинки нам понадобится 250 грамм рикотты и 250 грамм маскарпоне. Вместо рикотты можете использовать творог. Смешиваю рикотту и маскарпоне. Я добавляю 2 столовые ложки сахара, а вы добавляйте на ваш вкус. И хорошенько перемешиваю до однородной массы. Вы можете приготовить и только с рикоттой, но с добавлением маскарпоне получается более сливочный вкус. И затем в эту массу добавляю 2 яйца. И снова хорошенько перемешиваем до однородной гладкой массы. Яйца у меня домашние с ярким желтком, это придаст красивый цвет нашей начинке. Вот такая гладкая сливочная начинка у нас получилась, и сейчас заполним ею пирог. Аккуратненько распределяем по всей поверхности до краев. Заполнили, а сейчас вилочкой приминаю края. Это немного выровняет край пирога и придаст легкий узор.
Вот такой край у нас получается. Ну а теперь можно и отправлять в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов и выпекаю 30 минут. Но все зависит от особенностей вашей духовки. И вот такой красивый пирог у нас получился. Вы можете и так оставить, а я возьму миндальные хлопья и посыплю сверху на остывший пирог. Так будет еще красивее. Я решила посыпать только по краю. И вот такой обалденный пирог мы с вами сегодня приготовили. Слегка хрустящее песочное тесто, а внутри вкуснейшая сочная творожно-сливочная начинка. А домашние яйца придали нашей начинке такой красивый цвет. А сам край пирога для блеска можете смазать абрикосовым вареньем. Так пирог выглядит еще красивее. Давайте я вам покажу его и в разрезе. Посмотрите, сколько начинки. Пирог получается в меру сладкий и очень аппетитный. И так как я сама обожаю выпечку с творожной начинкой, с удовольствием поделилась с вами этим рецептом. Ну а вам, если понравилось готовить вместе со мной, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно. Ну и на этом я с вами прощаюсь, до скорой встречи!